Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня хочу показать вам вот такой симпатичный узорчик. Его можно вязать не только в 2 цвета, можно и в 3, и в 4. Он будет интересно смотреться. В один цвет у нас узоров очень много. Мне захотелось немножечко прибавить цвета. Цветовое решение может быть, конечно, любым. Вот. Серый с розовым всегда смотрится достаточно интересно и модно. Поэтому я решила на вот таком попробовать цветовом решении. Пишите, понравится вам узорчик или нет, какое ваше любимое цветовое решение и что бы вы связали. Сегодня предлагаю разобрать очень интересный узорчик, достаточно симпатичный. Для этого наберем колечки. 1, 2, 3, 4. В первую петельку столбик с одним накидом. В колечках очень удобно делать, считать 1, 2, 3, 4 раппорта узора. Это очень просто. Проще, чем считать воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли и в первую петельку столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И в первую петельку столбик с одним накидом. Если мы будем вязать вертикальный узор прямого вязания, нам нужно набрать нечетное количество колечек. Если по кругу, то четное. Почему? Смотрите, набрали колечки. Внизу у нас воздушные петли, вверху у нас столбики. И вяжем за столбики. 2 воздушные петли подъема сделаем. И в само колечко еще 6 столбиков с одним накидом. Всего их будет 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6 и 7. 7 столбиков с одним накидом, такой веерочек. Следующее колечко, вот следующее, в центр столбик без накида. А узорчик у нас будет из веерочков. Теперь следующее колечко 7 столбиков с одним накидом. То есть здесь у нас задача достаточно простая. Узорчик интересный. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков это мы запомнили. И в колечко столбик без накида. Вяжем до конца ряда вот таким несложным, но красивым узором. Провязали все наши веерочки, все красиво получается. И в самом конце, когда мы довязываем последние 2 столбика, нам нужно привязать вторую ниточку, второй цвет. У нас будет двухцветный узор, розовый и серым, очень красиво смотрится. Вы, конечно, можете придумать свое сочетание. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, разворачиваем вязание и в это же место еще 1 столбик с накидом. Вот такая галочка должна быть. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И между нашими веерочками, там где у нас был столбик без накида, вяжем столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, веерочек пропускаем и там, где столбик без накида, вяжем галочку. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем наше вязание и вяжем галочку в столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Такой вот узорчик достаточно симпатичный. Можно и кофточку связать, можно и плед связать. Тут уже 1, 2, 4, 5 и жилетик, и все, что вам придет в голову. Обязательно пишите, что вам хотелось бы связать с такого узорчика. 1, 2, 3, 4, 5. И в самый последний столбик провязываем столбик с накидом,
воздушная петля и столбик с накидом. Цвет мы не меняем. Провязываем 1, 2, 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся и сюда вяжем еще 1, 2, 3. 3 столбика и воздушные петли подъема. В самый центр, помните, да, у нас здесь было 7. Значит, в 4-й столбик мы, подхватывая серую ниточку, провязываем столбик без накида. А теперь вот сюда в центр вяжем 7 столбиков с одним накидом в нашу галочку. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. То есть мы с вами вяжем в шахматном порядке наши веерочки. Пропускаем 1, 2, 3 в 4-й столбик, столбик без накида, соединяя и серую ниточку, и розовые столбики. И дальше по узору, я думаю, что узорчик понятный, достаточно простой, симпатичный. Веерочки всегда в моде. 2, 3, 4. Так, чтобы ниточка не слоилась, нужна нам 4, 5, 6 и 7. Вот такая задача. Очень легкая, очень понятная, очень простая. Провязываем 7 столбиков в центр, столбик без накида. Как бы повторяем узор, но он идет в 2 цвета. Интересный, простой, красивый. 1, 2. Довязываем до конца ряда. В самом конце мы вяжем полувеерочка, как бы 4 столбика, потому что у нас же в шахматном порядке. И в последних 2 столбиках меняем ниточку и вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли, разворачиваем вязание в этот же столбик, еще один столбик, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Ниточку мы поменяли, и там, где у нас столбик без накида, вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. То есть мы с вами меняем таким вот образом цвет и будем вязать в шахматном порядке все. Так, тут я с вами связала на увеличение. Увеличение там нам делать не нужно, значит, мы просто-напросто привязали. 1, 2, 3 воздушные петли сделаем, не будем 5. Погорячилась я. Вот, то есть у нас должно быть все точно так же, как в первом ряду. 1, 2, 3, 4, 5. Никаких увеличений делать не нужно. Нужно вязать просто ровно. Над розовым веерочком вяжем розовый веерочек. Я тут что-то поторопилась. 1, 2, 3, 4, 5. Самое главное в конце точно так же нам завершить, чтобы вязание у нас никуда не сдвигалось. То есть наша задача провязать 3 воздушные петельки в самом конце. 1, 2, 3, 4, 5. И начать вязание ровно так же, как мы и начинали вязать первый ряд. В 2 цвета вязать удобно. Вы знаете, что 1, 2, 3, 4, 5. Что же не ошибетесь с узорчика в шахматном порядке. Так, мы сейчас с вами быстренько 1, 2, 3, 4, 5 довяжем и начнем новый ряд. 1, 2, 3. Самое начало столбика. Так, еще разочек. Воздушная петля. Столбик с одним накидом. 2 воздушные.
И наша задача провязать здесь 7 столбиков. Помните, да, у нас вот они наши. Так, опять я решила обмануть, что такое-то. 3 воздушные петельки, прошу прощения, и столбик без накида. Вот так вот, как в самом начале, в самом конце. 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и еще довязываем 6 столбиков. Без петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте немножко по теории пройдемся. То есть, если у нас серый цвет, мы тут набираем галочку и 4 столбика. Если у нас розовый цвет, то мы просто присоединяемся. Столбик у нас идет без накида. И сразу начинаем вязать наши столбики. Вот. Да, еще разочек. Если розовый, мы не вяжем такую галочку, а если второй цвет серый, значит вяжем галочку и половинку мотива, половинку веерочка. А если розовый, то значит в самом начале, в самом конце просто-напросто у нас идет одна вот петелька, один столбик без накида, и сразу идем в вязание веерочка. А то я поторопилась и решила вязать как серый цвет. Но по факту-то мы теперь понимаем, что вот у нас идет половинка мотива. Здесь он не вяжется, галочка не вяжется в самом начале. И в самом конце тоже будет половинка. Давайте довяжем до конца, посмотрим, как присоединять розовый цвет. Довязываем до самого конца, 7 столбиков присоединяем. В самую первую петельку меняем цвет. Подтягиваем ниточки. И уже еще разочек теория, что серый цвет. 1, 2, 3, 4. Мы сначала вяжем галочку для того, чтобы связать половинку мотива в следующем ряду. А в розовом цвете мы начинаем сразу просто с одного столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в столбик между веерочками розовыми без накида провязываем нашу начальную галочку, в которую будем потом вязать веерочек. Вот. А розовый мы начинаем с самого начала вязать просто столбик, 3 воздушные петельки и только потом галочка. А серый сразу галочка, а потом воздушные петли. Вот такое вязание. По большому счету, я думаю, что даже новичок разберется в этой красоте. Очень часто бывает, что именно то, что вяжется просто, получается красивым, как в нашем случае. Как вам узорчик, пишите. Спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Не ругайтесь, не бросайте тапками. Иногда такое бывает, что вяжешь все просто, окажется, где-то какие-то ошибочки бывают, но я все исправила, показала, рассказала. Пишите в своих комментариях, чтобы вы связали с таким узором. До новых встреч!